я начну читать, Запись, да, да, запись читать шла. аспекты. Сегодня у Так, нас 20 марта. Людмила, расскажите, с какими вопросами вы к нам обратились? хочу избавиться от контрактов, интерферентов, подключек, эгрегоров, программ, датчиков различных. Дело в том, что я освободилась у Павла и Моны. Ребята, конечно, молодцы, так хорошо поработали, освободили меня. Но мне перед ними так неудобно. Вот, имел несчастье вляпаться, участвовал в коллективных медитациях с известной барышней. Мгм. Вот. А после этого в левом ухе у меня дважды была острая боль. Видно, что-то вставили, а потом еще подправили. И еще, когда выключаю свет, в потемках в глазах мелькает, как светодиод или фонарик. Так вот по боковому полю зрения. Быстро-быстро. Раз, и все, и как бы гаснет. И хотел бы отменить два события. Накричал на трехлетнего мальчика, было дело 40 лет назад, но стыдно до сих пор. Угу. И еще во время массажа баночного имел несчастье обжечь спину девушки. Конечно, я знаю, кто тут помог и с какой целью. Меня эта ситуация просто уничтожила морально. То есть, сожгла спину ей. Вот. Там расследовать ничего не надо, и так все понятно, кто и зачем. Вот. Просто отменить вот эти два события. Не было и все. Еще посмотреть, на месте ли у меня позвонок атлант. Значит, и еще у меня первая любовь, вот осталась боль на всю жизнь. Как его звали? Виктор. Что вы хотите с любовью сделать? Вот вплоть до того, что вообще забыть нафиг. Отлично. Чувство было светлое, хорошее. Любил всю жизнь, но вот сейчас А вот... может просто отпустить? Ну, смотрите, когда мы идем мимо клумбочки. Виктория, отменить привязку, если она еще есть, если ребята Вот, ее не вот. сняли, ну, по крайней мере, привязку. Угу. Еще у меня живет грач Яша. Посмотрите, пожалуйста, нет ли на нем чего. В прошлый раз, конечно, ему благодать такая досталась. Достался кусочек луча ему от первоисточника. Яшка тут прям у меня выпал птенец из гнезда, взяла его, а он от меня не улетает, ну вот живет. Мгм. Хорошо. Хорошо. Ему хорошо, я уж как бы не знаю, что-то не улетает, открой окно, Яша, там твоя семья, там хорошо, Воля. Слушает, все, как бы согласен, но лететь не собирается. Ну, что ж, смирилась. Да. Вот. У меня все. Отлично. Ясно все, коротко. Хорошо. Хорошо. Отключите, пожалуйста, микрофон. Отлично. Вика, ты готова? Угу. Хорошо. Сейчас я посчитаю от 5 до 1. Ты расслабишься и войдешь в наше рабочее состояние. 5, 4, 3, 2, 1.
Так, что ты видишь? Где ты находишься? А, Слышу какой-то галдеж. Я так сверху смотрю, вижу полукругом стоят такие черные сущности. Их много. Мгм. Вокруг какого-то пространства, шара какого-то. Так, на счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Людмилы. 1. Нет, подожди. Так, Это нужно убрать. давай. Давай уберем. Отсоединиться от всего и убрать. Мгм. Мгм. Потом я посмотрю, что это было. Мгм. Так, я почистила все наше пространство. Я нахожусь в нашем рабочем, как я говорю, кабинете. Я посмотрела со стороны. Все чисто. Хорошо. Теперь на счет 3 ты найдешь в эфирном пространстве эфирное тело Людмилы. 1, 2, 3. Да, я ее вижу. Так, считай ее эфирное ДНК. Она ли это? Да, это она. Спроси у нее разрешение на работу с ней и для нее. Да, она разрешает. Отлично. Как она выглядит в эфирном пространстве? В эфирном пространстве она выглядит странновато. У нее есть защитная сфера, но внутри я ее вижу как на физическом плане, точно такая же, только почему-то она в какой-то такой рубахе, такая почти ниже колен, такая с холщовки, такая толстая ткань, и у нее вот на шее висит такая табличка, и на табличке что-то там черная табличка, как будто бы какие-то что-то написано, и вот такая энергия из сектора колдовства, как будто бы бросала вот это что-то туда, на эту табличку. Также я вижу, что какая-то энергия идет от ее правой руки, а правая рука вот так вот вверх поднята очень высоко, Мгм. и она закрывает, вот не видно, что там с рукой. То есть как будто бы одновременно идет такое движение, и там, где в сектор принесения в жертву в Мгм. одну сторону, и в другую сторону тянет в сектор колдовства. Она босая, к правой ноге через правую ногу, через левую ногу, то есть это левая ее нога. Да. И идет подключка черная такая, как смола черная, и 3 бомбочки. Мгм. Левая рука вот как будто бы заморожена, и вот так неестественно не может она двигать. Вот так вот как-то стоит, согнутая в локтях, в локте. Мгм. Программа идет от горловой чакры. Так, что за программа? Это такой шарик, и там нарисован, не нарисована, а такая картинка, она движется, что вот считывается программа спать, спать.
и как будто бы Людмила спит, а на нее вот так вот эта сущность лапками, это как жук большой, покрывало или одеяло укрывает. Мгм. Также идет в голове черная энергия. То есть там в секторе магии там два открытых портала, как всегда. Первый вот этот черный, и там этот глаз. И сейчас я, когда посмотрела в этот глаз, то я увидела ту же картинку, которую я увидела в начале сеанса, что я слышу медитация, я вижу, что происходило в эфирном плане с... Я вижу только одну Людмилу. Она находится как будто бы в шарике таком, в медитативном состоянии. Она находится внутри. Мгм. Когда я просматриваю пространство человека, оно выглядит так, что как будто бы к моим глазам вот так вот шар. И я просто смотрю. Здесь она в этом шаре находится, но вот этот открывается портал, и в ее пространство пролазит эта голова, как змеи, с глазом. То есть там нет на конце головы, то есть оно как будто бы один огромный глаз. Мгм. И сразу же здесь, в этом же пространстве, во время медитации идет как бы подключка, я слышу задним числом, то есть идет подписание контракта. Мгм. Нужно посмотреть, каким образом произошло подписание контракта, если... Мгм. На каких условиях? Посмотри. При общении. Это соглашение было на основе приобщения к целому. И слышу крою. Мгм. Потому что это противоречит законам светлой Вселенной. По законам чистой Вселенной каждый человек ответственный только за себя, и он должен чувствовать свою ответственность и причастность к великому целому целой Вселенной, но свято чтится его выбор, право выбора. А в темной Вселенной наоборот, там человек считается ничтожеством, ничем, и внушается мысль, что человек настолько ничтожен, что он даже не может обратить внимание на себя, ну, только что там туч гонять, мух охранять в эфирном пространстве. Почему-то мне идет тоже картина странная, что охранять мух. Ну, буквально мух. Так и слышу мух. Мгм. Но вижу я не мух, конечно, я вижу вот эти черные энергии в виде черного роя, которые идут из сектора духа. То есть на самом деле медитация была, я не знаю, что там творилось, конечно, но я имею в виду на физике, на физическом плане, но на эфирном плане я вижу, что был подписан контракт. Мгм. Сейчас я хочу посмотреть, я отсоединяюсь от этой картинки Хорошо. и прошу Людмилу, чтобы она показала, к какому месту ее эфирного тела, подсознания и на физическом плане она притянула эту ситуацию в свою жизнь. Я говорю, какие энергии и программы работали в ней. Она говорит, самоуничтожение. Я говорю, где эти программы прописаны, в какой части ее эфирного тела и подсознания.
Сейчас снова все потемнело. Вот. Я думаю, что нужно почистить пространство и расторгнуть контракт, почистить, а потом уже работать с Людмилой. Мгм. Хорошо. На счет 3 наше рабочее пространство очистится от любого морока, от всех эфирных ловушек, кривых зеркал. 1, 2, 3. Да, оно ушло. И я говорю Людмиле, видит ли она, каким образом она подписала этот контракт. Я говорю, чтобы она мне показала, чтобы она зашла именно в тот момент, когда на эфирном плане произошло подписание контракта, когда она согласилась. Мгм. На счет 3 она покажет тебе именно этот момент. 1, 2, 3. Но я вижу, это происходило вот так. Чей-то палец как будто бы какую-то кнопку нажимает. Я хочу посмотреть, что это такое. Я вижу, что это началось тогда, когда вот я вижу люди, вижу слипера. Надевает наушники и микрофон. Елена включает микрофон. Мгм. Подключка произошла по соглашению Елены. То есть я хочу посмотреть, каким образом этим энергиям удалось это сделать, кто в этом виноват. Я хочу посчитать, и каждый, кто в этой ситуации, как оно произошло, каким образом. Мгм. На счет 3 ты увидишь, каким образом это произошло. 1, 2, 3. Ну, я слышу, я вижу Елену в этом портале, и я слышу подключить одну, чтобы через нее подключить многих. Мгм. То есть все, Елена была как портал, через который происходила эта подключка. И я хочу посмотреть, каким образом. Я вижу, подсознание человека открыто. Оно открывается, как подсознание открыто маленького ребенка перед матерью. Доверяет? Да. И я вижу, как с этого портала выходят структуры, которые как будто бы с таким увеличительным стеклом, как с лупой. И они считывают ДНК, эфирное ДНК Людмилы. И я вижу снова эта картинка, как бы надавить на больную точку. То есть они используют какие-то механизмы, психологические блоки в самом человеке, чтобы как бы ищут соответствие. Потому что я вижу какой-то блок серого цвета. Так, что это за блок? Ну, я думаю, что мы с ним разберемся, а сейчас давай будем уже убирать эти энергии, а то Людмиле тяжело с ними. Хорошо. Давай будем убирать. Покажи Людмиле, что творится в ее пространстве, и спроси, осознает ли она это. Да, она осознает, я вижу, что она снимает с шеи эту табличку странную, отдает Елене в руки. Туда, в нижний портал, в сектор колдовства. Мгм. Она как-то легонько отдает эти шарики, ей тоже отдает, она берет. Мгм. Она говорит, что она не подписывала никакого контракта, что это ложь.
И эта гиря с правой руки, эта энергия, которая вся покрывала ее руку, тоже улетает в этот портал. Она говорит, что она меняет это событие, она никогда не принимала участие ни в каких групповых медитациях с Еленой Гирей. Хорошо. Я вижу, как это вся... это как капсула. Это как будто бы такая капсула жидкая. Она вся просто уходит с тела Людмилы. Угу. Вот, остается подключка как-то вниз через ноги, черная. Я говорю Людмиле, чтобы она зашла в тот момент, когда темные считали, что она подписала контракт, расторгла этот контракт. Она расторгает и отдает. Оно все окончательно уходит. Сейчас я говорю Людмиле, чтобы она обратила внимание на голову, чтобы она выталкивала эти энергии с головы, приказала Елене, а также всем структурам и энергиям убрать эти подключки, программы. Я вижу, как возвращается в ее сердечную чакру, как бы ее отпечаток, то есть информационный отпечаток с ее ДНК. Угу. И черный шар выскакивает как бы из груди, вылетает просто, идет замена. Я говорю, чтобы она все, что возвращает в свое пространство свое, чтобы просканировала и очищала от чужеродных примесей, от энергий, воздействий. Она это делает. Хорошо. Я говорю, чтобы она выталкивала все, что ей не принадлежит, отдавала туда, откуда оно пришло, повышала свои вибрации. Я говорю Людмиле, чтобы она по системе этих подключек, программ, энергии выталкивала все чужеродное, что пришло с этой стороны. И одновременно залечивала все свои изъяны, восстанавливала целостность всех своих энергетических структур. Угу. На счет 3 она это сделает. 1, 2, 3. Да, она это отдает. Я говорю, чтобы она выталкивала все это. И также все техномагические структуры, технократические. Она ничего не заказывала. Оно как-то не уходит. То есть оно как бы покинуло ее пространство, но висит, как будто бы у нее где-то под ногами. Сейчас я это замораживаю все. Угу. Я хочу посмотреть, за что оно держится. Я На счет... говорю Людмиле, Да. чтобы она показала, какие программы и какие энергии позволяют этим сущностям, этим энергиям, как бы дают право им, с их точки зрения, зайти в ее пространство и вмешиваться, и удерживаться здесь. Угу. На счет 3 она тебе это покажет. 1, 2, 3. Она говорит, что, ну, я слышу, программа, она как-то саморазрушение. Я говорю, чтобы она показала именно тот первый случай, тот первый раз, когда у нее зародился этот блок, эти эмоции, с чем это связано. Я вижу церковь, священник,
он что-то вот так делает руками, и кто-то ему что-то подносит. Я говорю Людмиле, где она в этой ситуации, пусть покажет. Она показывает. Это ребенка. Я говорю, а где она? Где она в этой ситуации? Так, от этого священника идет темная энергия в сектор и в колдовства, вот в этот сектор, и в сектор интерферентов. Я спрашиваю Людмилу, я говорю, чтобы она чуть-чуть отодвинула эту картинку, как на экран, и показала мне, где она в этой ситуации. Она мне показывает этого маленького ребенка. Я ее спрашиваю, это было в этом воплощении? Она показывает на сектор жертвоприношения. Я говорю, что происходило в тот момент с этим ребенком, что он чувствовал. Пусть она покажет мне, чтобы я увидела, что видит этот ребенок глазами, своими глазами, как он воспринимает этот мир и что он чувствует в этот момент. Я чувствую очень сильное замешательство подсознания ребенка. Он чувствует, что он, что он абсолютно бессилен, беззащитен. Он чувствует себя заблокированным, закрытым в каком-то пространстве, откуда он не может вырваться. И это пространство ограничивает его как бы пеленки, одежки, вот это. То есть он чувствует пространство очень маленьким. Также я вижу, что в этот момент у нее каким-то образом идет смещение головы, очень неестественное, и я слышу, что смещение атланта. То есть я вижу, что его голова, да, ее голова вот так как-то повернулась, но так очень сильно, что буквально, что так человек, не может сделать обычно. То есть в этот момент произошел блок. Я говорю, чтобы она показала, где этот блок, что она чувствовала в этот момент. Пусть она сейчас сядет и мне все расскажет в том возрасте. Пусть она вернется в тот возраст, в тот момент и опишет всю свою ситуацию, что она чувствовала. Это на грани, эти эмоции, это эмоции катастрофы, горя, безысходности. Она почувствовала себя на дне огромной дыры, огромного портала. И это выглядит, как будто бы человека бросили в колодец и оставили его там. И он понимает, что он живет, и понимает весь катастрофизм своей ситуации, и вот эти чувства обуревают этого маленького ребенка. А этот священник, он очень черный, то есть у него очень черная энергия, подключка к миру интерферентов, и он вот так угрожающе чем-то вот так вот машет. Для ребенка это было как, он буквально это воспринимает как сущность, он видит эту сущность. Вот. Это как морда муравья. Вот. И он закрывается, ребеночек закрывается, и она закрывается, вот так закрывается. Я говорю, что пусть она не закрывается, пусть она сейчас же, она посмотрит на себя
которая уже прожила много лет и на самом деле освободилась от этого всего, но этот блок еще остался. Я ее спрашиваю, почему этот блок остался? И она показывает, потому что она закрывается. А я говорю, так раскройся, почувствуй себя хозяином этой ситуации. Это же твой дом. Твое эфирное тело, твоя душа живет в своем доме, в своей вселенной. Ты имеешь право изменять правила, времена. Говорю, нырни в то время именно перед тем моментом, когда образовывался этот блок. Говорю, отмени эту ситуацию. Но сначала переживи это все, чтобы убрать этот блок, нужно прожить. Нужно прочувствовать всю глубину. И я вижу, как она буквально выбирается с этого туннеля, с этого колодца. И чем дальше она ползет вверх, вот так вот на руки и руками и ногами, как будто бы делает такой упор, и так вот выползает этот ребеночек вверх. Угу. Я говорю, что чтобы она и что хочет, может сделать с этими энергиями. Она может от них отказаться, выбросить. Она может их пережить, перетравить, перекушать, перегрызть. Что хочет, она может сделать. Она должна взять над ними верх. Но она не сидит и не плачет, и это все не переживает. Она берет это все в свои руки. Я говорю, осталось ли что-нибудь от этих энергий, от этого блока? Она говорит, нет. Она, вот ее программа на самоутверждение, на жизнь, на истинную жизнь, оно взяло у нее верх. Я говорю, чтобы она эту программу жизни, ценности жизни, единения с чистой светлой вселенной, программа «Я хозяин своей жизни, своих просторов, всего, что мне принадлежит и чистой вселенной», чтобы она заменила эту программу, а те энергии, ту программу пусть выбрасывает. Она выбрасывает, и я вижу, как эта конструкция начинает рушиться. И это то, что вот мы видим в последнее время, как такая прозрачная, как прозрачный такой шар сползает с нее и обволакивает эти все энергии, структуры. Я говорю, чтобы она все выталкивала из себя. И оно все образует в шар в такой, закрутилось в шар. А это тоже интересно. То есть этих порталов уже нет. Она сжигает это все, и оно просто исчезает, растворяется. Хорошо. Сейчас я смотрю на Людмилу, у нее такое облегчение. Я говорю, что мы сейчас можем попутешествовать, а потом продолжить нашу работу. Она соглашается. Угу. Она в эфирном плане считывается такая красивая. Вот эта рубаха странная ушла, и она выглядит такой молодой, красивой. Очень длинные, красивые волосы. Они даже ниже, чем ее стопы. Я говорю, что помнит ли она то время, когда она была в другой вселенной, то есть это была наша вселенная, но она была свободная. И энергии в той вселенной, в нашей вселенной, до прихода врага были совершенные, чистые. Я вижу, она вытирает слезы и говорит, я помню. Хорошо. Я говорю ей, что каждая клеточка ее эфирного тела, физического тела, ее души
хранят эту энергию в себе и эту память. Я говорю, что она может просто приказать, попросить свое подсознание освободить память о чистых фрактальных энергиях той чистой свободной Вселенной. Убрать все блоки, упреждающие программы, ограничения, отодвинуть, отослать туда, кто их поставил. Я говорю, что хочет ли она пойти и показать мне то время, когда ее вибрации были совершенно другими, чистыми, когда Вселенная была свободна. Да, она приглашает меня. Я говорю, что она может нырнуть в то время, когда в нашей свободной, чистой Вселенной была безграничная гармония, радость, благоухание. Она повела меня в ту Вселенную. Я говорю, где она была, хочет ли она мне показать, кем она была в той Вселенной. Угу. Пусть тебе покажет, кем она была. Ну, вот я вижу, что это как-то получается, считывается информация как родник жизни. Я просто вижу родник чистой необыкновенной воды и ну, скажем так, ландшафт трудно так описать на физическом плане, потому что и вода, и все вокруг наполнено этими такими энергиями. Я ее спрашиваю, как она чувствует. Она говорит, превосходно. Я говорю, что она может буквально напиться этой живительной энергии, пробудить память в себе и наполниться этой энергией счастья, здоровья, жизни, красоты, молодости, свободы. Я говорю, чтобы она на счет 3, наполнившись энергией, возвращалась на наше рабочее место, наше пространство, откуда мы с ней разговариваем. Угу. На счет 3 Людмила наполнится этой энергией и вернется в наше рабочее пространство. 1, 2, 3. Да, она вернулась. Как она выглядит? Она выглядит немножко такая, знаешь, взбудораженная. То есть, вероятно, слишком большой контраст. Я говорю, пусть она сейчас успокоит все эти энергии, приведет в норму, гармонизирует до такой степени, чтобы она чувствовала себя хорошо. Но я вижу, что есть у нее еще какая-то программа стоит. Она очень контрастирует с этими энергиями. Так, что это за программа? Я говорю Людмиле, чтобы она показала, что это за программа. Показывай. Там какая-то женщина стоит. От этой женщины вот от сердечной чакры идет вот так вот какая-то как серая палочка, а потом опускается. А эта женщина пытается поджечь то место, где идет подключка к ней. Это в секторе колдовства.
Я приказываю ей спрятать эти спички и встать. То есть она хочет как бы замести следы, чтобы никто не знал, что это такое. Я говорю, что ей не удастся, потому что Людмила, это ее пространство, и она приказывает этой женщине немедленно принять форму в соответствии с ее ДНК и рассказать, что она там делает. Имя этой женщины Тамара? Не считывается. Давай на счет 3. На счет 3 ты услышишь, увидишь, как зовут эту женщину. Ее имя Тамара, да или нет? 1, 2, 3. Ее имя Валентина. Валентина. Я это имя слышала уже раз 5 в ее пространстве Людмилы. Кем она приходится Людмиле? Она странно себя ведет. Она говорит, что она не знает, кем она приходится. Я ее спрашиваю, что она здесь делает. Она вот так говорит, не знаю. Когда я говорю, а каким образом она попала сюда? Да, каким образом? Она снова показывает мне, я вижу, как медитация, та же самая картина. Так. Я хочу сейчас посмотреть, я прошу Людмилу, чтобы она показала, каким образом. Но я слышу уже постоянно смешение, смешение. Я говорю, смешение чего? Смешение энергий. Я говорю, кто виноват или кто сделал это таким образом, что энергии какого-то постороннего человека оказались в пространстве Людмилы. Я приказываю виновнику немедленно встать на нашем рабочем столе. И я вижу, вот открывается этот портал, Елена как будто бы в такой черной смоле. То есть это по плану интерферентов, да. Каким образом это стало возможным? И эта женщина, Валентина, показывает на тот сектор, который я называю лаборатория. То есть это магические штучки, то есть все люди, которые попадают в это единое пространство, они, я вижу, как это происходит, они направляют свое внимание в центр, в одну точку. Они попадают как будто бы все в один шар, в одно пространство. И вот внутри вот идет этот портал открытый. Елена тут вещает в центре. А все люди находятся вот в круге. Каждый на своем месте, то есть каждый в своем доме, но их внимание направлено на один голос. И через этот портал идет вот возможность считать эфирные ДНК каждого человека. И я слышу потеря идентификации. Понятно. Я хочу спросить у этой Валентины. Я отсоединяюсь от этой ситуации. И спрашиваю Валентину, хотела ли она причинить вред себе или Людмиле. Она плачет, говорит нет.
Я говорю, что она может, видит ли она, что происходит. Она обманута, как и сотни других людей. И может ли она, и она тоже может получить информацию о сеансе освобождения. Мгм. Я говорю Людмиле, что Людмила ей может передать. Но я вижу, что эта женщина забирает какую-то свою часть себе, отдает черную часть туда, в эту лабораторию. Я говорю этой женщине, что она случайно попала в пространство Людмилы, и Людмила ее хочет освободить. Пусть она прикажет виновникам замены эфирного ДНК немедленно вернуть ей все, что ей принадлежит, отдать им то, что им принадлежит, и уходить. Она отсекла себя и уходит. Мгм. Сейчас я говорю с Людмилой. Я говорю, видит ли она, что происходит в ее пространстве, чтобы она сейчас приказала всем этим структурам убраться с ее пространства, чтобы она повышала свои высокие вибрации. Я говорю, потому что вокруг ее пространства какая-то конструкция вырастает. Я говорю, что эти все энергии принадлежат ей, потому что это ее дом, это ее чистая вселенная, это ее пространство, и она может делать с этими энергиями все, что она хочет. Я говорю, чтобы она взяла этой черной энергии, которая тут пытается прорасти в ее пространстве, развернула генетический код этих энергий, считала их, сделала копию. А сейчас я говорю, чтобы она сделала копию своих чистых фрактальных энергий, абсолютной чистоты, абсолютного света, а также тех энергий, которые в ней находятся, сделала отпечаток и соединила эти два отпечатка. Я ее спрашиваю, что в итоге получилось. Она мне говорит, иммунитет. Мгм. Я говорю, да, это иммунитет, потому что эти интерференты имеют вирусную природу. Человек должен это все изучить, осознать, и этот момент осознания убирает все программы, уничтожает их. Я говорю, что она может сейчас приказать всем этим энергиям покинуть ее пространство, выталкивать их и рассыпать вот этот иммунитет по всем программам, по всем подключкам. Пусть уходит туда до самого основания и уничтожает все зло, пусть само по себе уничтожается. Мгм. Хорошо. Как сейчас выглядит ее эфирное тело? Да, я сейчас смотрю, что это все рассыпалось, оно как сначала превратилось как черный пепел, а потом оно исчезло, и начинают везде прорастать как энергия, ну, она уже такая розовая, этого иммунитета. Мгм. Так, Вика, Сейчас мгм. спроси у Людмилы, осталась ли у нее программа «Спать». Тут у нее еще много чего осталось. Мгм. Я вижу, что она обернулась ко мне спиной, и я вижу, что у нее идет черная энергия по спине и как хвост в сектор интерферентов. Мгм. Я говорю, что это такое? Я вижу, что в том секторе интерферентов появляется этот жук. Это... Мгм. Я спрашиваю у Людмилы, есть ли у нее с этим интерферентом точки соприкосновения, ну, например, контракт. Я вижу, что контракта нет, и оно начинает уползать. И идут такие энергии, что оно хочет жрать.
Я говорю, пусть Людмила выталкивает все эти энергии, программы по этой подключке вниз вместе с программами антивируса. И вот, там просто бои происходят. Вот эти энергии уничтожают. Они боятся их как огня, буквально. Вот этот, они меньше боятся фрактальных энергий, но вот эти энергии антивирус моментально скукоживаются и удирают обратно. И вот она этими энергиями это все отталкивает. Сейчас я говорю, чтобы Людмила просканировала все свое тело и нашла те энергии и те блоки, на которые притягиваются эти энергии смерти. Я говорю, если у нее программа на самоуничтожение, я говорю, чтобы она показала мне свое родовое древо, если там что-то. Она показывает, что к третьей чакре у нее кто-то прикреплен. Я слышу Тамара. Кто это Тамара? Тамара, да. Людмила показывала, что есть какая-то Тамара. Вот она проявилась, эта Тамара. Она каким-то образом привязана к генетическому древу. Она буквально Какая-то знакомая. почему-то прямо вгрызается в эту подключку. Я говорю Людмиле, что связывает ее и эту Тамару. Какие общие интересы или нас интересы не интересуют, а вот какие энергии, на какие энергии эта женщина притянулась и каким образом она вписалась в ее генетическое древо. Угу. Ну, я вижу, что эта женщина, сейчас там нет никакого колдовства, но от нее, то есть она не делала какого-то ритуала, но, по крайней мере, я не знаю, что она делала, но у нее энергетика вот очень негативная, она как будто, она находится как в секторе колдовства. Угу. Так. Я говорю Людмиле, чтобы она показала именно тот момент, когда образовался этот энергетический блок. Угу. На счет 3 Людмила покажет тебе именно этот момент. 1, 2, 3. Она как-то сделала вот такой, как кувырок. Я так поняла, что это третье воплощение перед этим. Угу. Я вижу, какой-то высокий мужчина идет и своими шагами что-то меряет. То есть он говорит вот на таком древнерусском языке, но он очень высокий, какой-то, ну просто огромный. Вот он использует такие слова, аршин. Угу. Меряет землю? Да, вот он мерил землю. Сейчас я вижу картину, что он очень большого роста и такой очень светлый, доброта такая. Угу. Я вижу, как двое детей играются. Они буквально один на левую, ну вот слева, другой справа. Говорят на него тятенька. Тятенька, вот так. Угу. В секторе колдовства вот это воплощенная Тамара. Я спрашиваю,
Людмилу в этой ситуации, если она где-то, и она показывает на этого большого мужчину. Так. Я вижу, что от этой женщины в сектор колдовства тянутся нити такие, шлейф. Я прошу Людмилу, чтобы она показала именно тот момент, когда возник этот энергетический всплеск, этот блок. Но почему-то приходит, что она вот как соседка какая-то, потому что одновременно я вижу эту картину и вижу, как будто бы поле, пространство разделяется на две, то есть поле, там лес, дома как бы принадлежат одному, а здесь второму человеку, этой женщине. Я вижу, она делает ритуал колдовства, и она этому человеку желает, она говорит, чтобы ты сгинул. Но она не говорит это ему в глаза, она обернулась от него, и она вот тайком это делает. Мгм. Да. Так. Я вижу, что этот человек обернулся спиной к ней, а детей он хотел, ну это в эфирном плане так выглядит, чтобы детей уберечь. И удар приходится, энергетический удар приходится в область крестца. Мгм. И я вижу, что это родовая порча, вероятно, эта женщина являлась близкой родственницей, потому что сразу идут черные подключки в семейники, то есть идет нарушение, сразу идет родовая порча. Мгм. Я спрашиваю у Людмилы, видит ли она, что произошло в одном из прошлых воплощений. Она говорит, да. А я говорю, не хотела ли, хочет ли она изменить эту ситуацию таким образом, чтобы почистить свой род и убрать эту энергию, которая как магнит притягивает негативные подобные энергии. Я говорю, что она может зайти в тот временной отрезок, когда жили эти люди, показать этой колдунье, что она сделала и какую роль она себе уготовила. Потому что человек, который ищет только мести, который ищет возможности наказать другого, он сам наказывается. И он становится сам жертвой. Да. Потому что она воплощается в этом роду. Рано или поздно она воплотится и будет пожинать последствия своего вторжения, своей порчи. Да. Я вижу, что Люда заходит туда, и она показывает ей всю эту ситуацию. Я говорю, чтобы Людмила предложила Тамаре забрать все это колдовство и помириться со своим братом. Брат. Ну, я так услышала, да. Мгм. Я вижу, что она это изменяет, ситуацию эту, и забирает эту черную энергию, и энергия уходит от нее и от брата. И эта женщина становится большая и улетает. Мгм. А этот мужчина только раз и повернулся обратно. И я вижу, как это, как граница между двумя угодьями, она исчезает. И она уходит в сектор интерферентов тоже. То есть, вероятно, была какая-то дележка по инициативе этой женщины, ну, несправедливая, неправильная.
Сейчас все изменилось, и сейчас эта ситуация изменилась таким образом, что этот мужчина как бы слился уже с Людмилой, а это черный шар выкатился с ее пояса, с ее древа и покатился как будто бы в портальчик, в сектор интерферента. Я говорю, чтобы Людмила закрывала этот портал, и чтобы на место этой энергии черной она может вплести энергию чистую, фрактальную. И пусть она почистит весь свой род от всех порч, от всех негативных воздействий, вниз, вверх, а также во все стороны. Она может пригласить, я говорю, что она может пригласить всех своих, весь свой род, все души, которые участвовали в формировании ее рода, и она может им передать информацию о том, что род очищается, чтобы они приняли эту чистую фрактальную энергию и очистили свои рода тоже. Сейчас я вижу, как чистая светлая энергия пробежалась вот так вверх. Я говорю, что мешает ей почистить род, который вот там, где область печени, как будто бы что-то такое, как рана. И этот пояс, который она, в принципе, могла бы вот снять, он как будто бы врос в нее. Я говорю, что произошло в том периоде, какие энергии или эмоции присутствовали, или какие-то события, что случилось. Почему она не может распространить эту чистую энергию дальше? И она говорит конец. А я говорю, конец кому? Она мне показывает рот, как такой длинный пояс, потом его нет, а потом как между ними нет связи, и дальше пошел. А я говорю, ну же в эфирном пространстве все знают, кто чей род генетический. Может ли она сейчас убрать эти, я вижу, она говорит, катастрофические последствия, чтобы соединить воедино этот род. Может? Она может, она садится, и я вижу, как будто бы она сидит, и я вижу, картина выглядит таким образом. Сзади Людмила как будто бы с какого-то воплощения, то ли она выглядит как сейчас, но это не в этом воплощении. Она сидит как будто бы вот так и сшивает этот род и плачет. Она, вот представь себе картину Хиросимы, да? Да. Сзади нее огромный гриб, ядерный взрыв. То есть все разрушено. И она сидит и как бы сшивает нитями свой род. Я говорю, что она может очистить, она может изменить все, что находится в ее сфере. Это ее род, это ее генетика, и она может убрать эту ситуацию, этот разрыв с ее рода, вырезать аккуратненько, вылечить и сшить там, где оно будет, как будто бы ничего не было. А вот сейчас у нее это прекрасно получилось. Потому что когда она сидела и пыталась сшить рот на месте катастрофы, то оно не получалось. Сейчас, когда она вырезала, я говорю, это ее пространство, не было в ее роду никаких катастроф. Она может изменить эту ситуацию. Угу. Она это убирает, и пояс сам собой срастается, начинает энергия прорастать.
И вот так вот за поясом все посветлело и как бы пошел, да, да, в сектор первоисточника. Мгм. И сейчас я вижу, как ее вся энергия начинает расцветать. Прекрасные цветы. Она в такой одежде красивой, как будто бы. И она вот все энергии цветами цветут в ее пространстве. Мгм. Хорошо. Как сейчас выглядит ее эфирное тело? Мешает ли еще что-нибудь? Да, что-то есть в секторе колдовства, какой-то тоненький прозрачный шлейф. И оно как-то связано вот с этим, как я говорю, кармический шар, что ли. То есть что-то, что она не может выбросить. Ну, она, в принципе, все может, но она почему-то думает, что не может. Что-то бы нужно было изменить. Я говорю, что чтобы она сейчас показала, что это. Это какой-то эгрегор молодой. Я Вот. говорю, почему она его держит здесь, в своем пространстве. Я приказываю этому... Я не знаю, почему он мне пришло молодой. Мгм. Может, недавно образовался. Чтобы основатель этого эгрегора и на физическом плане воплощенные, чтобы явились немедленно, чтобы мы могли их распознать. Мгм. На счет 3 пусть явятся сюда. 1, 2, 3. Появились? Нет. То есть такое впечатление, что Людмила где-то его так подцепила. Может, никаких, не считывается здесь. Он такой прозрачный, то есть, может, какое-то впечатление произвело что-то, что ей не принадлежит. Может, новости какие-то плохие. Мгм. Я говорю, Людмиле, видит ли она, что есть какая-то утечка энергии? Ага, страх. Эгрегор страха. Страх. А я говорю, что От зачем какого-то она... видео просмотренного, что ли? Я слышу новости. М. Ничего такого там не считывается. Потому что это не как подключка обычная, а как бы такое какое-то впечатление, впечатлительность такая. Но оно идет именно в сердечную чакру. Я говорю, что Людмила может отсоединиться, что ей нечего бояться, что она может убрать все страхи, все сомнения, все блоки. Хотя ее энергосфера абсолютно чиста. То есть после очищения у Моны и Павла там ничего нет, никаких, чистота. Все сейчас она убрала. Основные причины, по которым она сделала решение пойти на эти медитации, она убрала. Мгм. Программы она заменила. Я сейчас спрашиваю, хочет ли она убрать этот эгрегор. Да, она его просто выбрасывает легко. И он
складывается, уходит. Мгм. Отлично. И, Есть я, ли и еще она что говорит, я готова. Я говорю, к чему? к чему? Она говорит к переходу. Я говорю, чтобы она показала, как она хочет сделать переход, как она будет делать переход. И она мне показывает, что на самом деле переход это, она говорит, перемодуляция, потому что я вижу, как эти энергии, они заменяются полностью на энергии фрактальные. То есть Ага. она как будто бы переходит в высшие измерения. А я говорю, готова ли она сейчас? Она смеется, говорит, не все сразу. Она уже готова, но процесс будет как бы чуть-чуть потом. Мгм. Ну хорошо. Тогда мы тут сейчас рассмотрим несколько вопросов. Мгм. Так, в левом ухе дважды была острая боль. Что это было? С чем это было связано? Ну, это было с тем, что уже чего нету, Хорошо. с этим воздействием, да. Так, ну, вторая часть. Это тоже. Так, Людмила хочет отменить два события. Первое. Накричала на маленького мальчика 3 лет. Ну, она зашла в тот момент, но я вижу, что тогда у нее были интерференты, и тогда это было связано с тем, специально они способствовали этой ситуации, чтобы у нее образовался этот блок. Я говорю, чтобы она показала, где этот блок. Мгм. Пусть покажет. И я вижу, что до сих пор у нее этот блок находится в 5 чакре и в 1. И также чувство вины, которое связывает эти две чакры. И я говорю, и что, какой итог, что в результате образовалось. Блокировка, то есть чувство вины и чувство вот ответственности за, потому что каждый ребенок, он в эфирном пространстве как бы считывается как беззащитное существо, которому мы обязаны помочь развиваться, вот, помочь выжить в этом пространстве и научить. И получилось, что таким образом, накричав на этого ребенка, она усилила вот эту как бы родовую порчу. Мгм. То есть она усилила эту программу на саморазрушение. Это хитрый, коварный план этих сущностей. Я говорю, хочет ли она изменить? И не под... она же изменила вот ситуацию, интерферентов у нее нет. Пусть она зайдет в тот момент, во времени уже интерферентов нет, и изменит эту ситуацию. Да, она изменила. Она убрала, и этот блок просто выпадает, уходит. Я говорю, чтобы она распространила энергию света, абсолютной чистоты в тех местах, откуда ушел этот блок. И уничтожила все воспоминания, все чувства вины, блоки, ничего не было. Она просто взяла этого ребенка и на руки вот, гладит его по голове, прижала к себе. Мгм. Я Хорошо. вижу, как эта энергия с родового древа тоже ушла. Я говорю, чтобы она почистила все связанные с этим событием участки ее подсознания, рациональной части, а также область души и очистила от всех негативных воздействий, программ, энергий и заменила чистыми, свободными энергиями вселенской любви, процветания, радости. Мгм. Хорошо. Идем дальше. Такое событие. Во время массажа обожгла спину девушки, вставила банки.
из-за чего это произошло и какие Это, последствия. я вижу, что это тоже произошло, когда у нее были интерференты. Я Мгм. вижу, что этот блок у нее как-то образовался, вот тоже вторая чакра. Мгм. То есть вот этот страх, стыд, обида, и также она просто чувствовала какую-то ненависть к себе. Мгм. Она думала, что она себя просто очень сильно гнобила из-за этого. Я говорю, что она может зайти в тот момент и отменить эту ситуацию. Она вообще никогда этих банок не делала, этой девушке. Да, девушка ушла, ничего не было. И я вижу, что чувство вины вот с первой, со второй чакры, а также ответственности, вот эта ложная ответственность, которая переплетается с чувством вины. Я говорю, на самом деле она ни в чем не виновата. На самом деле эта девушка хотела, чтобы она ее обожгла. Это у девушки программы были на саморазрушение. А интерференты ее подловили, потому что у нее были тоже подобные энергии, записанные еще в родовом древе. Мгм. Я говорю, она все изменила, все отменила. И вот она огромный, как будто бы вот такой вот кусок энергии вытаскивает и выбрасывает. Я говорю, чтобы она превратила все эти энергии, которые в ней находятся, которые ей не нравятся, низковибрационные, пусть она распространяет этот первичный свет абсолютной чистоты, и пусть эти энергии перетрансформируют все ее блоки, все, что ей мешает быть абсолютно здоровой, красивой, молодой, свободной, высоковибрационные энергии и программы радости, счастья, чтобы она чувствовала себя свободной, чтобы ей ничего не мешало. Я говорю, что она знает все, ее подсознание умеет все, и пусть она попросит, чтобы ее подсознание заменило эти негативные программы в позитивные. Я говорю, что ей не нравится, она просто может выбросить, потому что некоторые энергии она перетрансформировала, а некоторые остались. Я говорю, очень черные энергии, которые ей не нравятся, она просто может удалить из своего пространства и сжечь их. Мгм. Да, она это сделала. Хорошо. Хорошо. Идем дальше. От первой любви осталось больно всю жизнь. Звали Виктор. Осталась ли какая-то привязка? Да, я вижу, что она стоит с этим человеком вот так вот, это родственная душа, М. они стоят друг к другу, вот так повернуты лицом, а между ними вот так вот здесь, на уровне сердечной чакры, как камень. Мгм. Я говорю, что она может с этим камнем сделать все, что она хочет. Она хочет зайти в каждый из этих моментов, пережить это все снова, потому что она как бы закрывалась от этого. Я говорю, пусть она рассмотрит, пусть она возьмет этот камень, пусть она считает каждую секунду, как он образовывался, какие энергии и эмоции там присутствовали. А сейчас я говорю, что она может оценить, стоило ли вкладывать в эти отношения столько негативных эмоций, или она хотела бы просто отпустить эту ситуацию, потому что она должна оценить, что мы живем в таком мире, в котором не все зависит от нас, и в этом мире очень много манипуляций. Нами могут манипулировать и люди, и сущности, и разные энергии, и наши какие-то слабые стороны. Она не должна
Если она и дальше будет вот претензии выставлять себе или этому человеку, то этот блок будет только разрушать их обоих. Я ее спрашиваю, что она хочет сделать с этим блоком. Я вижу, что у нее просыпается вот как какая-то обида, ярость. И она хватает эту энергию, выхватывает от этой энергии, к ним обоим идут такие много-много подключек. И она эту энергию выбрасывает, но она обратно возвращается. Я говорю, чтобы Людмила показала именно тот момент, когда впервые образовался этот блок. И каким образом он смог вырасти в такой огромный. Мгм. На счет 3 Людмила покажет тебе именно этот момент. 1, 2, 3. Я вижу момент расставания. И этот человек, он уходит, его увлекают эти темные интерференты. Мгм. Я говорю, что сейчас в этот момент, когда это случилось впервые, она может изменить эту ситуацию каким-то другим способом, чтобы этот блок не образовался и чтобы потом не нарастали эти все следующие энергии. Я спрашиваю, как она хочет это сделать. Она говорит, что она не хочет встречать этого человека в своей жизни никогда. Потому что ей бы, конечно, нужно было бы прожить, прочувствовать эти энергии и ну, как бы убрать этот блок. Ну, давай пробуем. Да, у нее получается, да. Она развела их дороги в разные стороны. Ну, в любом случае, что бы она ни сделала, результат хороший. Она просто легко оторвала этот блок от него, от себя и выбросила. Она выбросила в портал. Я говорю, чтобы она поотсекала все эти привязки. Да, она перечеркивает, она никогда с ним не встречалась. Он освобождается, и он уходит. Сейчас я говорю, как она себя сейчас чувствует. Этот блок как будто бы вот место опустошения, но в ногах утяжеление произошло. Я говорю, что она это пустое место может наполнить энергией радости и счастья, и свободы. Я говорю, что за темная энергия, почему он не удалось убрать? То есть блок переместился. Мгм. Она говорит, что она не умеет это пережить. А я говорю, она должна понять, что люди приходят и уходят, а мы просто должны научиться их отпускать. Я говорю, что она может сейчас попросить, вот есть хорошая возможность, пока он здесь, попрощаться с ним, поплакать вместе. Я говорю, что она сейчас может выплакаться, вырыдаться, высказать ему все, что она хочет. Я вижу, как он прижал ее к груди, и он ее так гладит по голове, по волосам. Она горько-горько плачет, и он плачет. Я вижу, как этот блок между ними тает, тает. Я говорю, пусть она делает все, что она хочет. Она хочет бить его, и она бьет его вот так в грудь, бьет кулаками от безысходности. Я говорю, бей, бей, сильно бей. Можешь делать все, что хочешь. Главное, чтобы эти блоки ушли. Говорю, насладись этим горем своим, разочарованием, этими все чувствами предательства. Все переживи, чтобы стала просто пустота. А мы можем пойти в тот момент, когда Людмила опустошит свое пространство от этой привязки, от этого блока и этих энергий. Мгм.
На счет 3 мы окажемся в этом моменте. 1, 2, 3. Ну вот, она просто вот стоит, уже нет никаких сил, все ушло. Оно как ручеек утекло. А я говорю, сейчас пусть она наполнит свое сердце энергией свободы, счастья, любви, этими высокочастотными энергиями первозданной Вселенной. Распространит свой свет по всем своим структурам, по всему своему физическому телу. Сейчас она свободна. Мгм. Хорошо. Она с ним попрощалась, они так вот, и он уходит. Он уходит как будто бы в сектор первоисточника, вот в ту сторону. Мгм. Я так думаю, что они еще встретятся не раз. В лучших, при лучших обстоятельствах и в лучших условиях. Ну, хорошо. Хорошо. Идем дальше. Людмилу интересует такой вопрос. На месте ли Атлант, позвонок? Все ли с ним в порядке? Нет, Смещен? но мне почему-то приходит такое слово чашечка. Какая там чашечка? Как-то вот там вот в эфирном плане оно. Я говорю, что эту причину она убрала. Я говорю, что она может зайти в тот самый момент, когда произошло смещение Атланта. Мгм. Я вижу, что это было впервые при родах. Я говорю, что она может зайти в тот момент, когда она собиралась родиться. Я говорю, чтобы она повысила свои вибрации. Вот в том моменте она еще не родилась. И пусть договорится с мамой, что ее роды будут происходить естественным путем и очень легко и быстро дома, чтобы не было этого человека, который неправильно принимает роды. Мгм. Я говорю, она сама может родиться. И я говорю, чтобы она убрала все препятствия во время родов, все энергии негативные, чтобы ничего не было. Она рождается легко и быстро. Да, я вижу, как она родилась, и какой-то, как будто бы мужчина, может, это отец, он ее как-то вот взял за ножки, вверх ножками, и вот так вот сделал. Мгм. Интересно, как раньше рожали женщины. Делали так детям или нет? То есть я вот смотрю, а он как будто бы взял за ножки и потянул, чтобы весь позвоночник встал, ну, на место. Это на физическом плане происходит? Нет, в эфирном она меняется, меняет это событие. И оно меняется, вот я рассказываю, что она мне показывает. Он ее взял буквально за ножки и вверх ножками почему-то. Ну, быстренько так раз, и все. Я говорю, как ее Атлант сейчас чувствует? Говорит, хорошо. Я говорю, что сейчас она может просканировать все свое физическое тело, эфирное, и исправить на эфирном плане положение ее Атланта, а также она может просканировать весь свой скелет и выровнять в соответствии с геометрией. Мгм. Также я ей говорю, что она может попросить свои фрактальные энергии работать на улучшение ее здоровья, на омоложение и на красоту. Получается? Да, все получается.
М? Она уходит. Она говорит, все готово. И Всё. куда-то ушла. У нас еще вопрос про грача Яшу, и мы ее отпустим. Людмила хочет посмотреть, в каком он состоянии он живет у нее. Он показывает, что у него все хорошо. Отлично. Нравится. Нравится, да? Не хочет улетать. Не, Понятно. Он Ну, буквально к ней вот так вот а, прижимается. понятно. Хорошо. Как сейчас выглядит эфирное тело Людмилы? Она выглядит прекрасно, у нее все хорошо. Что-то нехорошо с головой. Я говорю, что это она оставила себе какие-то энергии. Я говорю, пусть она вытолкнет их туда своими высоковибрационными энергиями вместе с антивирусом. И пусть все виновники забирают эту энергию себе. Пусть себе на голову забирают. Мгм. Ну, известный нам портал оно. Я говорю, что она выталкивала, сжигала все эти энергии, отсекала от себя и в портал на утилизацию. Она этого не заказывала. Все, конец разговора. Я говорю, что сейчас Людмила может подняться в наиболее комфортное пространство, наполняться энергией еще больше до комфортного ей состояния. Но она очень красивая. Она выглядит вот молодая, с этим поясом, который символизирует ее родовое древо. Мгм. Очень светлого цвета волосы. Красивые, длинные-длинные. Такой волной идут. А как будто бы в таком платье с вышивкой красивой, такая нежная, вот по краю, где-то здесь и пояс вышит. А вся энергосфера вокруг, она цветет. Вот эти энергии так нежно-нежно, раз, вот так вот расцвели, как цветы, исчезло, расцвело, исчезло. И так по всей энергосфере. Замечательно. Спроси у Людмилы, мы все сделали для нее, что должны были сделать на этом сеансе? Да, Мы можем завершить работу для нее? да. Хорошо. Тогда мы прощаемся с ней, отпускаем ее. Мгм. Хорошо. Проверяй пространство вокруг себя, все ли чисто. Да, все чисто. Можем выходить? Да. Хорошо. Тогда я сейчас посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Ты будешь чувствовать себя отдохнувшей и будешь чувствовать себя просто великолепно. 1, 2, 3. Открывай глаза. Как себя чувствуешь? Хорошо. Хорошо. Людмила, включайте. Уже включили? Хорошо. Расскажите. Ребята, замечательно. Спасибо вам, не знаю какой. Вы останетесь вот здесь, потому что вы делаете такое большое дело, это неоценимо, бесценно. Спасибо Пожалуйста, вам большое, всех благ вам. пожалуйста, скажите, мы можем опубликовать ваши видео? Ребят, может, меня немного